Что это? Это телевизор. А знаете, как он висит на стене? Вы скажете: Бабл, какого черта? Это же кронштейн, ты делал много их обзоров. А если я вам скажу, что вот этот вот кронштейн, который, вот смотрите, он просто выдвигается, да, там, поворачивается, этим никого ничем не удивишь. Если скажу, что этот кронштейн выдерживает до 100 килограммов, 100-дюймовые телевизоры еще имеют очень много степеней свободы. А ну давай, обходи сюда, я вам показываю. Представляю вам кронштейн украинского производителя ATG. Но он закреплен сейчас на нашей тестовом стенде, не обращайте внимания, всего 2 крепления, но я вам сейчас покажу, насколько это крепко. Который имеет очень много классных, инновационных и крутых решений. Кабель менеджмент очень классный, передвижной. Смотрите, насколько кабелей рассчитан. Все круто. Теперь смотрите, крепление веса. Оно пружинное, при этом оно не люфтит, никуда не девается. Вы можете его сами взять и переставить телевизор, например, сюда, сюда. А потом знаете, что сделать? Щелк. Все, больше ничего не надо. И это металл, конкретный металл. А знаете, что самое интересное? Что этот украинский производитель, это не так, как там, знаете, китайский OEM. Давайте отодвинем чуть-чуть. Нет, здесь сделано все из украинских материалов. Даже вот эти вот метизы, вот эти вот винтики, гаечки, шурупчики, они тоже все украинские. И на все есть, смотрите, вы сейчас видите, да, там вот эти вот, на красочку, на метизы, на металл, на все сертификаты соответствия. Он не то, что крепкий, не то, что он там, допустим, нашего украинского производителя, он еще и безопасный, не токсичный. А если думаете по поводу, допустим, его крепкость, вы знаете же, я даже не 100 килограмм вешу. Сейчас я возьмусь так. Сука, стена хрустит. Если вы думаете, я аж ладонь продавил, я на нем реально повис. Я на нем реально повис. Во мне даже не 100 килограмм, ребят. Немножечко меньше. Короче, сегодня мы с вами рассматриваем вот этот вот кронштейн. Слушай, а реально стену? Я думал, что не выдержит. Капец. Слушайте, сегодня мы с вами сейчас распакуем его, посмотрим все характеристики на сайте, соберем и потом уже посмотрим уже более детально, когда я его закреплю, уже там его степени свободы, как оно все двигается и как регулируется. Поэтому на канале Технозон вот этот вот крутейший кронштейн до 100 килограмм, до 100 дюймов на канале Технозон опять. Поехали. Ну что, сделано в Украине. Вот такой вот держатель для телевизора. Давайте основные хайлайты. До 100 килограмм. И, кстати, это вот я почти 100 килограмм вешу. Кто-то поверил, я поверил. От 65 до 390 миллиметров это у нас вынос, да, то есть может быть минимально 65, максимально 390. Веса от 100 на 100 до 600 на 400. От 50 до 100 дюймов. Плюс 5, минус 10 градусов углы наклона и 180 оборотов. Давайте открываем, смотрим. Па-бам! Смотрите, как все аккуратненько и все классно упаковано. Бумажечка у нас с инструкцией, он практически собран. И нам здесь только остается посмотреть, как монтировать телевизор по факту. И все, и не морочить себе голову. И, конечно же, у нас есть кабель менеджмент и все, что необходимо нам для того, чтобы сделать отверстие. Достаем, ох и весит он, я вам скажу, как... Фу, вот это металл, когда, знаете, какой прикол, когда берешь китайский кронштейн или там держатель телевизора, ты его просто вот носишь здесь, взял в руки, имеешь вещи. Серьезно, каждый мужик знает эту фразу. Теперь давайте вот так вот, смотрите. Это весокрепление универсальное. Ну, вот это вот сам по себе крепежный механизм на вот эту стойку. Смотрите, как он... Сейчас, давайте сразу я вам покажу, как это все дело разносится. Смотрите, какой у нас здесь механизм. То есть у него вынос вот таким вот плечом. При этом он сам по себе поворотный. Видите? У него здесь все на шарнирах. Вот это вот у нас кабель менеджмент. Очень гениальное решение. Смотрите. Любой тип кабелей. Маленькие, большие, можно пропустить сюда, можно сюда пропустить, можно через низ. Вот за это вот огромное спасибо. И плюс уровень. Уровень для того, чтобы вам не нужно было ничего морочить, у вас есть нормальный уровень. Теперь смотрите, как крепится весокрепление. То есть по факту. Давайте чуть дальше вынос сделаю. О, вот так вот.
По факту вы когда закрепите, просто-напросто вешается сюда, видите, зубчатая у нас основа, чтобы он никуда не девался. И просто защелкивается. Все, оно никуда не выходит. Конечно, сейчас оно люфтит, потому что не под нагрузкой. Когда будет под нагрузкой, все будет совсем по-другому. И все. И у вас отлично работает. Здесь, кстати, и вторая такая штучка лежит. Смотрите. Вот он. Коробочку. Бай-бай. Их две. Для того, чтобы их закрепить на телевизоре, у нас есть огромное количество веса креплений, это винты с проставками, потому что на всех телевизорах оно все по-разному выглядит. То есть вы взяли это все дело и закрепили. И есть у нас крепежный материал на стену. Смотрите, вот такие вот дюбели. То есть полный набор, на 4 дюбеля крепится. Все, ребят, смотрите, вот эту штуку мы сейчас пойдем посмотрим, сколько она стоит, что заявляет именно на сайте, на официальном производителе украинском. Посмотрим, сколько стоит, посмотрим характеристики. В описании под видео ссылочка и контакты производителя. А потом мы замонтируемся и уже посмотрим функционал на замонтированном держателе. Так что переходим. Крепление ТВ, смотрите, ATG W50-100LB. Это конкретно украинский производитель. Сразу кидаются в глаза у нас вот этот вот уровень, кабель менеджмент оранжевенький, да, красиво все. Веса от 100 на 100 до 600 на 400. И по характеристикам давайте посмотрим. От 50 до 100 дюймов. Плюс 10 градусов, вернее минус 10 градусов, плюс 5 градусов. Это у нас угол наклона. Угол поворота 180. 65 миллиметров это минимальное расстояние от стены. И минимальная диагональ 50. А вот максимальное расстояние от стены для сотки получается 390 миллиметров. Для 100 дюймового телевизора это очень много на самом деле. Максимальный вес 100 килограмм. На стену, конечно же, производитель Украина и гарантия 5 лет, да твою ж налево, ну как это может быть, 5 лет гарантии, ну в принципе украинский металл, украинский производитель, это не Китай, это не ОЕМ, давайте вот на секундочку, это украинский производитель, а у нас металл всегда был поинтереснее. В общем-то ссылки в описании под видео и контакты производителя в том числе, а мы пошли его собирать, переходим. Ну что, мы его повесили. Теперь смотрите, в чем фишка. Очень много разных форм крепления. Можете крепить хоть 10, засверлить в разных моментах креплений. Выставили по уровню. Но это у меня тестовый стенд. Вы видите, здесь много дырок. Я тестирую очень много кронштейнов. И этот кронштейн действительно, вот он, ну действительно интересен. Теперь смотрите по степеням свободы. Смотрите, лево, право. При этом, когда влево, какой оборот. Когда вправо, какой оборот. Вынос до 390, смотрите, и тоже. Раз, два. Кабель менеджмент, смотрите, у нас здесь стоит, вы можете сюда прокрепить все, что угодно, да. Вы можете его задвинуть куда угодно, таким образом. Тоже углы на каждом из положений вы можете все это делать и задвинуть под лицо. При том, что нагрузка действительно до 100 килограмм он спокойно будет держать и от 50 до 100 дюймов. Хотя мы сюда сейчас повесим чуть другой телевизор. Вес крепления. Смотрите, сколько у нас отверстий для того, чтобы можно было нормально закрепиться. Теперь втулки. Втулочки вот эти вот, они ставятся внутрь веса креплений. Это не во всех телевизорах они нужны, говорю сразу. Есть тех, где под лицо, есть тех, где свои внутренние стоят. И просто-напросто сначала закручиваем вот этот винт несущий, а этот направляющий. Давайте два винта берем. Сначала мы закрепляем несущий, потом направляющий. То же самое во второй части. Сначала по аналогии мы закрепляем несущий, потом направляющий. Здесь тоже проставочки везде стоят, вот видите, вы можете обратить внимание, все сюда вставлено. Есть. Смотрите, все удобненько, все работает. Давайте повесим вот момент монтажа, чтобы вы понимали, насколько это удобно висит и нифига не люфтит, скажем так. Давайте. Смотрите, вы просто-напросто берете, поставили, все, телевизор закреплен. Вам вообще ничего не нужно делать, он сидит крепко, не люфтит. Смотрите, вообще, то есть, он отлично стоит.
И пошло-поехало. Смотрите, во все стороны. Все мы ставим. Давайте я сейчас его уже подключу, проинсталлирую, и мы уже с вами дальше продолжим. Теперь смотрите, мы повесили телевизор. Теперь смотрите, я сюда завесил еще ТВ-бокс. На резиночке, правда, можно на стяжечке, можно вообще ТВ-бокс подобрать под толщину, да? Можно сюда спрятать. Вот этот вот кабель менеджмент, грубо говоря, протянул сюда, видите, телевизор, протянул сюда от ТВ-бокса. И если у вас, допустим, болтается такой кабель от ТВ-бокса, вы можете его вообще сюда тоже затянуть куда-нибудь, грубо говоря, вставить. И он не будет у вас болтаться и будет просто-напросто зафиксирован, и все. Но при этом он дает свободу действия. Знаете, почему я спрятал внутрь? Смотрите, складываю, и все это складывается под ноль. Смотрите, и ТВ-бокс не мешает. Увидели? То есть это прям вот классно. Теперь смотрите, свобода действий, да? Взяли за телевизорчик, ворочается в разные стороны. Надо переместили сюда, надо переместили сюда, и при этом это все еще и выдерживает до 100 килограмм. От 55 вот такие вот, ну этот новый телевизор, мы его не можем повесить, он в пленках, это на розыгрыш у нас стоит. А это вот мы повесили, при этом, хотя пишут от 50, ребят, 43. 43 висит и прям с запасом прочности. До сотки. Сотка 100 килограмм. Вообще, я, честно говоря, в шоке. Могу ли я рекомендовать такой? Это просто, конечно. Украинский производитель, украинское качество, украинские комплектующие, дизайн. Посмотрите, вот этот вот даже вот этот вот уровень, он многого стоит. Потому что вам не надо заморачиваться ни с какими дополнительными моментами. Надо отрегулировали наклон. Надо даже, смотрите, поменяли, смотрите. Вам надо, вы можете поменять его местоположение на самой стойке. Все, что вам нужно. Взяли, задвинули, взяли, выдвинули. Ребят, шикарный кронштейн. Я не то что рекомендую, я считаю, что это один из самых интересных и хороших кронштейнов, потому что даже вот эти штоки не делаются целиком, они кусками, как китайцы, экономя металл. Да? Все это сделано цельно. Рекомендации есть, советую. Все контакты производителя в описании под видео, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.